Всем привет, друзья! Сегодня будет очередной обзор. Решил делать обзоры на разные вещи, которые буду приобретать для рыбалки. Сделаю, наверное, специальный плейлист, чтобы было проще искать, смотреть. Ну, надеюсь, будет полезно, поскольку я считаю, что нужно делиться своими впечатлениями, чтобы было проще другим покупать. И поэтому попрошу вас не полениться, написать в комментариях, стоит делать такую, будем считать, рубрику распаковка товаров, там обзор вещей. Вообще, будет вам интересно это смотреть или нет? Если, большинство комментариев, еще раз повторюсь, напишите, не поленитесь, поддержите меня. Даже можете поставить просто плюсик, ничего не писать. Я пойму, что это вам интересно. Я буду продолжать снимать. А если нет, иногда все равно буду снимать, но все равно хотелось бы услышать ваше мнение. Итак, друзья, сегодня на обзоре у нас спиннинг от компании Acara, моделька Black Hunter 802 MH. Тест 1237, строй Fast, и тест у этого удилища 1237. Итак, друзья, давайте приступим к распаковке. Спиннинг поставляется в таком недорогом чехле, черно-оранжевый, с оранжевыми вставками, с такими вот завязками. Здесь идет у нас описание спиннинга. Внутри у нас здесь вот таких два отсека, и в принципе больше ничего. Материал такой, как вот такие продаются легкие, там весенние, осенние куртки. Они такие, не продается материал такой шуршащий. Вот. Но пошит, скажу, довольно-таки нормально. Больше сказать нечего. В комплекте идет вот сам комель, вершинка. Здесь у нас такой вот бейджик идет, Acara. И больше ничего. Сейчас мы снимем нашу бирку. И перед тем, как начать тестировать, друзья, вы, наверное, хотели бы узнать вес и данной палочки вообще. С какой катушкой можно использовать? Я буду использовать с 3000, вот, можно даже там 3,5, 4000. И давайте сейчас вставочку сделаем взвешивание нашего спиннинга, чехла, катушки и узнаем общий вес, сколько завесит данный комплект. В общем, друзья, сами увидели. Удилище само весит 167 грамм, плюс катушка 298. На выходе там с приманкой где-то 500 грамм выйдет у нас комплектик. Вот. Но скажу сразу, удилище не тяжелое, в руке лежит приятно. По первым впечатлениям, вот так сейчас взмахи делаю, такое сухое. Вот, что мне и нужно было. Думаю, вываживать щуку, там судака какого-нибудь, окуня, будет приятно. И чуйка тоже должна быть отличная. Сейчас я снаряжу наш спиннинг и будем тестировать. И перед тем, как начать тест, в общем, идет такая рукоятка. Пленку пока не снимал. Вот, из пробки сделано. Тут такой пластмассовый, не знаю, как он проходит, как проявит себя, пластмассовый катушка-держатель. Закручивается все вот это сверху. Вот так все дело. В общем, вот так выглядит спиннинг. Здесь можете увидеть надпись Acara. Здесь такая оранжевая вставочка Black Hunter. Вот. Универсальная серия. Здесь у нас инструкция, что там нельзя. Графит используется, там электропередач, линии электропередач, что там в грозу. Здесь вся информация, которая была на упаковке, продублирована. Хук-кипер сделан, тоже, кстати, удобно. Куда-нибудь переезжаем, там приманочку нашу зацепил, вставил для спиннинга держатель и поехал дальше. Тут такая вот эта закруточка из Эва идет,
обработано. Кольца уже смотрю сразу, что понравилось, как у меня вот на Вероне длинные лапки, длиннее лапка, дальше заброс. Какой материал вставки внутри, не знаю, используется. Ну, кому будет интересно, там тоже почитаете. Вот. Но пока с виду не начал бросать, все нравится. Как бы и не сильно, чтобы вообще дубина была жесткий, и не мягкий, и не сказать, что средний, ближе к жесткому. Ну, что и, друзья, я хотел. Пока меня как бы все устраивает. Давайте еще пробежимся тут, посмотрим, как залито лаком все. Ну, я пользователь непривередливый. Что-то такого, чтоб очень косячного, пока не вижу. Если что-то в процессах рыбалок выяснится, буду ловить, обязательно все скажу. Поэтому, кому интересен канал, никого не заставляю. Подписывайтесь, следите за обновлениями. Все буду говорить честно, как есть. Обзор не проплаченный. Все скажу, как есть. Удобно рукоятка. Единственное, ну как, удобно, да, что рукоятка длинная. Будет как бы приятно сидеть, вываживать. Рука не будет уставать. И заброс делать. Единственное, может быть, ну, конечно, моделька недорогая. Могли бы, может быть, разнесенную рукоятку сделать, немножко облегчить. Вот, я уже как бы привык, но за такие деньги цены, как бы, смотрите в интернете. Я оставлю ссылочку, где цены на момент съемки были, а там уже отталкивайтесь и переводите сами, поскольку рынок сейчас нестабилен. Не могу сказать там приблизительную цену. Хотя давайте, наверное, сделаю так. Вот на момент съемки, на момент монтажа я вставлю цены в белорусских рублях, в российских и, наверное, в долларах. Это самое будет оптимально. Ну, а вы уже там смотрите у себя в городах и ищите. Ну все, ребят, снарядил наше удилище. Поставил струну-скрутку. Ну, можно флюр. Как бы там уже на любителя. Буду и тем ловить. Вот. Ну, обычно, как там говорят, не знаю. Правда, нет. На дорогих удилищах, что там тест, обычно начинает работать пополам, если делить верхнее значение пополам, вот от того как бы будет нормально работать. Но написано как бы, если пополам, где-то 18,5, 37 пополам будет разделить. Вот, но давайте начнем, наверное, раз производитель заявляет 12, у нас здесь 37, с 12 грамм поставил вот такого свинга. И вот будет, сейчас покажу, вот, 12 грамм. И давайте сделаем заброс, чтобы было понимание. Река, здесь течение такое, даже обратка, как бы ракушечник, тоже камни есть. Ну а там по левую руку как бы сильное течение, уже такое, ну не скажу, что сильное, но течение, вот, на котором нужно использовать более посерьезнее груза, вот, что мне и нужно было. Ну и давайте сделаем первый заброс. Ну что хочу сказать, не делал я сильный такой взмах, заброс, и это очень плохо. Сейчас переброшу. Давайте, наверное, сейчас сделаю. Ну, сидя, стоя там, неважно, в принципе, одинаково кину. Шнур единичка. Ну, хочу сказать, летит неплохо. На забросе сразу слышно, что палка такая не хлюпкая. Бросает неплохо, метров, ну, 40, наверное, я забросил, может даже больше. Ну, 40 это точно. И давайте попробуем, как она себя там стучит. 12 грамм, здесь как бы дно плотное. Немножко мне ветер мешает, выйду ее дугу.
Сейчас даже я вам покажу. Наверное, крупным планом сделаю вершинку. Вот, будет так правильней. Ну, наверное, видно, тяжело снимать одному ветер крупным планом, но я думаю, видно, как кончик стреляет. Что хочу сказать по чувствительности. В руку не слышно, поскольку тут дно плотное, 12 грамм в руку не слышно. По кончику, по леске видно хорошо. Я думаю, вы даже увидите сами. Не увидите, а видно на камеру. В принципе, вы увидели. Ну, экспериментировать, друзья, с разными приманками, там, как я делал обзор на Наутилус. Если кто не видел, там в подсказках еще раз выскочит, посмотрите. Поскольку это удилище как бы тяжелое, вот, более на ямах будет ловиться, как бы забросы там сильные не нужны будут. Я думаю, приманки будут лететь, ну, плюс-минус одинаково. Хотя давайте, наверное, для полного эксперимента поставлю я сейчас 12 грамм рака и посмотрим. Это такая самая парусящая приманка, я считаю. Ну, плюс еще, может быть, какие-нибудь угри я буду бросать. Ну, плюс-минус будет одинаково, чтобы уже было честно. И как стучит в руку. В общем, поставил вот такого рычка. 12 грамм. Ну, это больше не буду делать. Так. Еще разок. Просто посмотрим, как летит вообще. Ну, приблизительно, друзья, так же. Плюс-минус там метров 5. Ну, наверное, не плюс-минус, а минус метров 5 от свинга. Вот. Ну, поскольку приманка более прямая, сопротивляться нечему. И давайте, наверное, сейчас мы настроим нашу камеру. И посмотрите, как отстукивает кончик. Ну, по кончику отстукивает хорошо, по леске видно, по плетенке немножко выдует. Вот. Ну, в руку, скажу так, где-то вот если на камень какой попадает, более твердое дно, может быть чуть-чуть даже вот и слышно в руку. Вот. Но не сильно. 12 грамм будет ощущаться в руку. Тест делать в каком-нибудь там заиленном дне там или что, бессмысленно делать. Там и любая дорогая палка стучать не будет. Вот, поэтому все равно мы все рыбачим на каких-то ямах, таких более пупках, свалах, там в коряжниках, где грунт более плотный. Вот здесь вообще хорошо стучит. Но с раком, друзья, где-то 50 на 50, но я даже слышу поклевки. Не поклевки, а... Ой, я перемотал. Слышу отдачу нашего грузика в руку. Это что, друзья, касается нижнего теста. 12 грамм. Вот. Но давайте, наверное, больше я экспериментировать с разными приманками не буду. Это очень долго будет. Но каждая приманка, конечно, будет... понятно, что вот даже на одном весе вот уже рак даже слышен лучше.
отбивает. Ну, плюс-минус как бы все равно будет одинаково. И поэтому давайте, наверное, сейчас пройдемся такие самые ходовые веса. Ну, я брал как бы, где и течение будет, и поглубже ямы, и когда вода подымется. Поэтому давайте, наверное, сейчас попробуем 16 грамм. Как будет себя вести данный спиннинг, стучать, слышно, нет. Ну и там потом еще пробежимся по еще каким-нибудь весам, которые у меня есть в коробке. Ну, ходовые, которыми я ловлю. Вот поставил изика. Вот, 16 грамм. Вот, тоже ходовая приманка. 3 дюйма. Давайте посмотрим, как она себя проявит. Ну, летит, хочу сказать, приблизительно также зашпулил. Ну, летит приблизительно, друзья, также метров там 40-45. Но было видно, как немножко тяжелее было. Я как бы стараюсь со всей силы, что видно, приманка крутится, хвост. Вот. Давайте сейчас как стучит удилище, вот можете видеть. Ну, мне кажется, чуть-чуть получше отстреливает кончик. Даже вот тут бодрее отстреливает. Здесь получается, здесь немножко мельче. Там туда уходит немножко свальчик такой. Тут как бы ракушечник и камни. То есть здесь вообще идеально слышно. А там немножко, может, и ил даже есть. Чуть-чуть такое дно помягче. Вот. Но в руку там не отдает. На таком более хуже дне. Ну, а на этом 16 грамм уже в руку слышу я. Поэтому тут и на любой приманке будет, я думаю, слышно. И тест смысла с другими приманками делать нету. Это, повторюсь, долго будет, ну и неинтересно. Плюс-минус все равно будет одинаково, но, скажу, стучит сразу 16 грамм. Зачетно, зачетно. И с мелкими, друзья, приманками я не вижу смысла делать с самыми маленькими, поскольку все равно охотимся за щукой, судаком. Ну а там приманочки-то покрупнее надо. Вот. Следующий вес у меня есть, ну это, который у меня есть коробка ходовой, который нам нужен, это 18 грамм. На 2 грамма тяжелее предыдущего теста. Кто не смотрел, может быть, перемотал. Было до этого 16 грамм. 14, к сожалению, друзья, у меня нету. Вот, поэтому, ну, я думаю, будет плюс-минус одинаково с 12 граммами. Вот, все равно, повторюсь, спиннинг как бы этот больше такой идет под тяжелые веса. Но просто я хотел сделать такой тест именно с нижнего, но как бы вот 16 грамм как бы вообще в руку хорошо дает и более на похуже дно отбивает. Но если разделить тест данного удилища верхний, получается 18 грамм. То есть 18 грамм это вот который сейчас буду тестировать я. Давайте сделаем заброс. Ну, летит приблизительно на этом расстоянии. Вот, как и все. Ну, где-то будет дальше, ближе лететь чуть-чуть, потому что, повторюсь, приманки, ну, там ветер, конечно же. Ну и, конечно же, шнур. Сейчас у меня стоит единица. Если кто-то хочет на более серьезную рыбу, там 1,2 или больше, там, конечно же, тоже тяжелее будет лететь, сопротивление будет. Вот. Но метров 40,
50, я думаю, не проблема. Запулим мы. Ну вот, стучит неплохо. Слышу все. Кончик, я думаю, вам будет видно, отрабатывает. Кончик отрабатывает, вам, чтобы было видно. Вот. В руку слышу уже хорошо. Даже рыба там плескается, вроде как жерешок. Было бы неплохо еще поклевочку заснять и вываживание, ну, можете видеть, как отрабатывает. Мне нравится, скажу сразу, честно, все слышу хорошо. Ну вот побросал, как бы тут немного, понятно, отдыхаю тут еще, перекуры. Ну пока спиннинг лежит в руке хорошо. Покажу, как хват я держусь. Вот этот удобный хват такой. Держался немного по-другому, казалось, так удилище перевешивает. Ну, такой хват, мне кажется, самый оптимальный. Ну, в общем, 18 грамм. Да, вообще стучит. Вот сейчас тут камушки. Вообще огонь. Как бы с нижних весов с 12 можно ловить, я думаю, и блеснами будет. Но вот удилище стало вообще себя проявлять хорошо. Давайте вот сейчас также вот 20 грамм вот у меня есть, попробуем. К сожалению, вот, ну, нет у меня 14 грамм, вот, чтобы, да, такой тест вообще четкий получился. Я начинал с 12, 14, вот нету, но сейчас покидаю этот, но все равно будет приблизительно одинаково, ребят. Так что с 12 грамм можете начинать ловить. Ну, 12 грамм, если кто вот смотрит удилище, там, чтобы с меньших чуть весов, там, с 12 начинать. Удилище работает. Можете брать. Ну, итоги подведем все равно в конце. Ну, вот этот грузик чуть-чуть дальше полетел. Он такой формы сделан в корягах больше ловить, в зарослях. Поэтому, понятно, чуть-чуть дальше полетел. Но все равно за эти деньги удилище бросает неплохо. Так, давайте посмотрим вершинку. Меня тут немножко крутит. Надеюсь, звук будет хороший. Вот, может быть, чуть-чуть будет поддувать, но у меня петличка, защита стоит. Так что, думаю, нормально будет. Стараюсь, ребят, всегда для вас сделать хороший звук, чтобы вам приятно было сидеть вечером слушать, не напрягаться. Поэтому, кому не тяжело, поддержите лайком, комментарием, как вообще звук, нравится вам или нет. Но стараюсь для вас, ребят, от души. Ну и, конечно, спасибо тем, кто оставляет комментарии, там, лайки, дизлайки ставит. Для меня это приятно, значит, не все делаю впустую. Что-то 20 грамм, ребят, куда-то потерялись, непонятно куда. Сейчас чуть камеру подниму выше, удилище. О, все, нашел. Дуга образовалась, пока вымотал. Ну, отстукивает вообще тут. Конкретно слышно в руку. Ну и видно, я думаю, вам тоже. Ну, мне нравится, ребят, честно скажу. Не знаю, как будет на других приманках, но я буду все равно повторяться. Может быть, это неправильно, ну, первые обзоры. Потихоньку будем учиться делать. Вот. Ну, на приманках, на разных. Конечно, и глубина может меняться, это тоже там будет давать свое. Чувствительность это отстукивание, но тащит удильник. Мне нравится, честно скажу.
24 грамма, друзья. Посмотрим, как работает. 22 у меня тоже, к сожалению, нету. Вот, ну, нам и не надо здесь. Они, ну, думаю, плюс-минус там будет тоже одинаково. Ну, то, что не хуже с увеличением веса работает удилище, это я вам заявляю 100%. Но мне показалось, друзья, даже вот эти 24 как-то еще дальше полетело. Так, ну, по чувствительности давайте. Стучит в руку, отдает. Кончик тоже отыгрывает. О, тут вообще такой аж тух, такой аж провал слышен. Ну, вообще огонь. С увеличением веса удилище еще больше и больше раскрывается. Это прям как вкус, наверное, в коньяке. Обычно первая рюмка такая, да, не очень. А к концу уже там все нотки его слышно. Только на утро, правда, плохо. Ладно, все это, друзья, шутки. Но действительно, с увеличением веса чувствительность вообще огонь. В общем, поставил вот, друзья, 28 грамм. Давайте посмотрим, как у нас работает 28 грамм. Ну, плюс приманочка еще. Под 30-очку, да, вес уже по-любому будет. Но летит не дальше, друзья, скажу. Все, конечно, еще тоже зависит вот от этих форм грузил. Ну, дальше все равно, конечно, чем 14 грамм, 16. Сейчас бросил вообще на течение туда. Ну, можете видеть. Ну, что хочу сказать. В руку стучит. Кончик отстукивает. Единственное, уже выматывать тяжелее. Но это понятно. Вес, сопротивление течения. Ну, слышно хорошо. Ну, у нас таких ям и нету, чтобы там кидать там 30 грамм, может быть. Ну как нету, когда большая вода пригодится. Но, к сожалению, у меня 30 грамм и выше нету. Но я решил немножко тут... О, рыбка гуляет под самой лодкой. В общем, ребят, сделал такую вот гирлянду. Вот, поставил 36 грамм, ну вот приманка. Посмотрим вот самый верхний тест. Ну, как бы, может, неправильный, да, такой получится. Уже по верхнему тесту обзор. Но хочу сказать, что удилище немножко только, может быть, вот давайте покажу по верхнему. Вот насколько прогибается. Тут не сильно много. Вот, как трясу. И давайте сейчас попробуем, сделаю заброс. Ну, даже с такой гирляндой полетело одинаково, как и с одной чебурашкой, да, с приманкой. В общем, единственное, только интересно тест, как там от 30 до 35 там будут вот эти пару чебурашек. Ну, я думаю, неплохо тоже они там стучат. Но, повторюсь, будет в следующих видео, когда буду рыбачить, докуплю и обязательно сделаю. Ну, либо кто не будет смотреть, никого не заставляю, пишите в комментариях, я вам обязательно отпишусь и скажу, как оно есть.
Ну, стучит, конечно, друзья, вообще огонь. В руку тоже слышно. В принципе, все мне понятно. Ну, на большие приманки, там, угри и другие, там тоже докуплю двойники. Джиг-головки тоже потестирую, там тоже все. В комментариях там пишите, расскажу, и там смотрите видео. Ну, а может быть, сниму именно другое отдельное видео именно под большие приманки. Если кому интересно, тоже там ставьте плюсики или пишите там «хочу посмотреть, как на большие приманки». Тоже сделаем видео. Ну что, ребят, давайте подведем итог нашего теста, обзора удилища от компании Акара, моделька Black Hunter 802MH, рост 2,44, тест 12,37 грамм. Что хочу сказать по данному удилищу из плюсов? Это, конечно же, цена, поскольку сейчас знаменитые бренды уходят с рынка, либо достать тяжело цены, и, может быть, кто-то ищет замену таким более дорогим палкам, что-нибудь подешевле, но там с хорошей чуйкой, да, там, чтобы и по весу было, и в руке приятно лежала. Палка неплохая, цены продублирую сейчас, посмотрите, но время нестабильное, повторюсь, может все меняться. По дизайну мне понравилось. Конечно, более привык сейчас уже к разнесенным рукояткам, но за такую цену как бы и из пробки неплохо сделано. Плюс еще данного спиннинга, что длинная рукоятка, удобно, когда бросаем, точнее бросаем, рыбачим, рука не будет уставать. Хук-кипер тоже есть, потому что вот у меня более есть дорогие модельки, та же Верона, там его нету. Ну, кто-то говорит, будет блесна бланк биться, но там мне как бы вот удобно, когда есть за что-то зацепить, поскольку если за кольца, да, все-таки кольца начинают портиться, там может поломаться вставка. Вот. По кольцам, по исполнению там тоже не хочу, а ничего плохого не скажу, реально. Ну, где-то может быть, да, это чуть под скос так залито, вот эта обмотка. Но на вываживание как бы рыбы, я думаю, это не влияет. Кольца длинные. Наверное, забыл упомянуть в начале видео графит. Здесь используется TX30. В катушке, в паре с катушкой с 3000 лежит, не лежит, а в паре как бы идеально все. Бросает. Ну, длина 2,44 и для берега, и для лодки будет оптимально. Так что удилище получилось неплохое. Ну, а из минусов, ну, наверное, придираться за такую цену и говорить какие-то минусы. Минусов нет, и я их как бы не вижу. Ну, единственное, хотелось бы, может быть, разнесенную рукоятку. Вот. Но это мои такие придирки. Вот. В остальном удилище получилось неплохое. По блеснам покидал вот 10, вот 15 грамм, 22, работает неплохо. Ну, на блесна буду ловить, но редко очень. В основном брался для джига. С 12 грамм работает. Вот, ну, уже как бы в руку там поклевки, что подстукивало. Лучше, конечно, 14 грамм, ну, а вообще в идеале 18, ну и выше. По верхнему тесту как бы тоже увидели. Ну, может быть, не то, что он честный был, но работает все хорошо. Мне как бы понравилось. Для наших мест условий, я повторюсь, именно хотел до 35 грамм. Основные веса, которые мы будем использовать, вот, если где-то возле берега, да, вот там 14-16, ну а где-то там течение, там яма, там 18-22, там 24-28, это вот такие веса, которые нам нужны. Если хотите там помощнее палочку, есть другие варианты, я ссылочку тоже оставлю в описании, посмотрите, может быть, что-то подберете. Ну и несколько вариантов других тестов данного спиннинга тоже оставлю, друзья, в описании. Так что вот такой получился, может быть, и большой тест, но зато все увидите своими глазами. Старался делать максимально, чтобы было подробней, чтобы вам было ясно, стоит вам покупать данный спиннинг или нет. Так что, друзья, если данное видео вам понравилось, поставим палец вверх, напишем свой комментарий. Ну, конечно, если кому-то понравилось, поддержим подпиской, мне будет очень приятно.
Ну а вам я, как всегда, пожелаю счастья, здоровья, любви. Ну и до новых встреч. Пока.